Приветствую вас, дорогие друзья, усаживайтесь поудобнее, приятного вам прослушивания. Животные чувствуют окружающий мир гораздо тоньше, чем человек, поэтому людям стоит больше доверять своим питомцам, особенно в тех вопросах, которые находятся за гранью человеческого понимания. Например, собаки способны предупредить своего хозяина об опасности задолго до того, как произойдет нечто страшное. К сожалению, некоторые люди игнорируют сигналы, которые им подают их животные. Герой этой истории тоже так делал, и это чуть не стоило жизни двум его самым близким людям. Старый лесник как-то наткнулся в лесу на маленького волчонка. Зверь по неопытности попал в капкан и никак не смог вытащить из него переднюю лапу. Мужчина пожалел маленького щенка и освободил его. Человек уже собирался уходить, как понял, что без помощи волчонок не выживет. Он даже не мог самостоятельно выстоять на лапах. Так, благодаря хорошему уходу, зверек стал жить у лесника. Волк вскоре поправился, хотя так и продолжал немного хромать. Вскоре лесник почувствовал, что больше не может жить в деревне, так как сил на ведение хозяйства почти не осталось. Он перебрался в город, где жила его дочь, а дом оставил своему взрослому внуку. Парень как раз недавно женился и поэтому с радостью переехал вместе с молодой женой в дедушкин дом. Через некоторое время семья стала ждать пополнения, у них должен был родиться сын. Все это время волк постепенно привыкал к новым хозяевам. Но если молодого парня он как-то сразу признал, то к девушке относился с подозрением. Лишь когда у молодой хозяйки стал от беременности расти живот, волк как-то к ней подобрел и даже стал принимать от женщины пищу. Казалось, эта жизнь молодоженов и в дальнейшем будет похожа на сказку. Но однажды зимой в доме случилось несчастье. Когда хозяин дома был на работе, его жена затопила печь и легла отдыхать. Но то ли от забывчивости, а может из-за своего интересного положения, молодая женщина забыла открыть заслонку. Угарный газ наполнил комнату, от чего молодая хозяйка потеряла сознание. Вернувшись после смены, муж увидел лежащую на полу супругу. Он поспешил вызвать скорую, но было уже поздно. Фельдшер сказал, что здесь он помочь, к сожалению, не в силах. Парень был вне себя от горя, он сидел рядом с погибшей женой и тихо плакал. Внезапно дверь приоткрылась, и в комнату вошел их волк. Он раньше редко просился в дом, а тут почему-то сам поддел дверь лапой, подошел к телу покойной и долго на нее смотрел. Внезапно волк сорвался с места и стал лизать руки погибшей, а потом попытался добраться до ее лица. Мужчина вне себя от ярости прогнал животное на улицу и посадил на цепь. Всю ночь волк выл во дворе, словно сошел с ума. Настал день похорон. После окончания всех неприятных процедур молодой вдовец вернулся в дом и заперся на кухне. Волк продолжал выть, пытаясь при этом перегрызть цепь. Мужчина даже хотел его пристрелить, но вместо этого подошел к своему питомцу и снял с него ошейник. Тот сразу же бросился в лес в сторону кладбища. Человек не обратил на это внимания, ему было уже все равно. Утром он вместе с родителями погибшей жены пошел ее проведать. Когда они подошли к погосту, то увидели, что за оградкой что-то происходит. Могила была наполовину разрыта, а в ней стоял их волк. Он пытался раскопать свою хозяйку. Люди возмущенно стали отгонять его от места захоронения, но внезапно они услышали стон. Звук доносился снизу. За каких-то несколько минут, стирая в руки в кровь, люди достали тело несчастной девушки. Она оказалась жива, а еще одно маленькое сердце внутри нее продолжало слабо биться. Женщину и ребенка удалось спасти. Удивлению врачей не было предела, ведь когда они ранее составляли заключение, пульса у девушки действительно не было. С тех пор волк стал для этих людей не просто домашним питомцем, а полноценным членом семьи, потому что если бы не его настойчивость, то под землей так и остались бы лежать две невинные жизни. Если вам понравилась эта удивительная история, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями. Ну и конечно не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные истории. Всем пока и до новых встреч!